Сережа проснулся. Пришлось кормить. Моих сыновей кормилица выкормила, и поди ж ты, живы и здоровы. Сергей Николаевич, прошу прощения, сударыня. Господа, только что позвонили из порта. Севыч вернулся. Прошу прощения. Что тебе? Иди с Богом. Тут не подают. Здрасте. Здрасте. Ваш отец сбегает уже в 4-й раз. И каждый раз стучит в один и тот же дом. Хозяйка вызвала полицию. С ним все в порядке? Да, мы доставили его обратно к нам. Но, господин профессор, учитывая его прошлое, мы вынуждены будем ужесточить режим его содержания. Я понимаю. Ваше молоко, господин Воскресенский. Снова пропало. Если Марфушка меня найдет, будет пороть. Марфушка его нянька. Его мозг обращает его обратно в детство. Добрый день. Профессор Воскресенский, врач. Здрасте. Мой отец сегодня стучал в вашу дверь. Может быть, его кто-то знал в этом доме прежде? Мои хозяева молоды. Проживают здесь не более 7 лет. А кто здесь жил ранее? Никто. Здесь была контора. Торговали пенькой. Благодарю вас. Господин пристав. Приветствую вас, господа. Прошу прощения за беспокойство, но случай из ряда вон. Поэтому я решил себе позволить, так сказать, в знак нашей былой дружбы. К вашим услугам, господин пристав. Но вам нужно будет проехать со мной на городской причал, мое новое место работы. Дело в том, что Сивуч, торговое судно, позапрошлой осенью потерпело крушение у берегов Индонезии. Британский линкор получил сигналы бедствия, но, прибыв на место, судно не обнаружили. Больше ничего о нем не было слышно.
Спустя 2 года морская гражданская комиссия приняла решение считать судно потонувшим, а моряков погибшими. Вдовы членов семьи экипажа получили страховые выплаты об утере кормильцев. И вот сегодня утром Сивуч вернулся в город. Лестницу готовь. Господа. Я приказал ничего не трогать, ждать вашего приезда. Аркадий Гаврилович, сюда. Фонарь. Фогель. Это команда. Посветите мне. Умер дней 5 назад. Чеснок и розмарин. Фогель, уходим отсюда быстро. Все, кто спускался в трюм и контактировал с телами, в госпиталь. Палата должна быть изолирована. Трюм закрыть, ничего не трогать, на корабль никого не пускать. Да что ж там такое, Аркадий Гаврилович? Черная смерть, Григорий Андреевич. Сивуч привез в Петербург чуму. Каюта капитана? Да. Что вы ищете, Аркадий Гаврилович? Бортовой журнал. Его не было. Последняя вспышка чумы, о которой я слышал, наблюдалась несколько лет назад в одной из провинций Китая и разошлась по всем азиатским портовым городам. Переносчиками были крысы. Как вы думаете, матрос один мог справиться с управлением этого судна? Нет, конечно, что за ерунда. Для этого нужно знать навигацию, лоции. Кто-то сложил тела в трюме и привел судно в порт. Кто-то живой. Если он болен и попал в город, Мы получим эпидемию. Господин пристав, там живой. Только не трогайте тело, мой друг. Мы подняли из трюма. Вот он. Он выживет? не знаю, он обезвожен и обессилен. Вы должны спасти этого матроса, Аркадий Гаврилович. Ну, он тогда расскажет нам все. Он мертв. Дьявол. Срочно опознать все трупы. Одно из тел тайно доставить ко мне в лабораторию. Сразу же. Как только мне позвонили, я... Где начальник караула? Там. Стой, не велен. Господин пристав! Почему нас не пускают к судну? Вон наш управляющий. Он необходим нам для опознания тел. А с кем, собственно? Каменский судовладелец, мой сын Николай.
Сожалею, господин Каменский, но судно задержано до выяснения обстоятельств. Каких? Что перевозил Сивуч? Куда был рейс? Это должен быть груз из Китая. В основном ткани. Уверен, все документы на груз в полном порядке. Я видел ящики на борту. Что в ящиках? А что с допросом? Николя, в ящиках, вероятно, специи. Господа, сегодня доступ к судну ограничен. Идем, Николя. Они не имели права арестовывать груз. Полиция просто делает свою работу, Николя. В конце концов, я тоже хочу знать, что произошло. Погибли люди. Ты веришь, что полиция с этим справится? Ты чего-то боишься? Брось, отец, ты думаешь о том же. Все дело в нем. Это из-за него пропал наш корабль, я уверен. Я думаю, он вернулся отомстить. Все тела опознаны, но, как мы и думали, Аркадий Гаврилович, отсутствует один Иван Хрусталев. Проблема в том, что он тоже был матросом. И это было его первое плавание. Что вы делаете? Уйдите, это опасно. Пожалуйста, просто уйдите. Нет, пока вы не объясните, что это. Я не могу. Что ж. Прекратите. Боже. Хорошо, я расскажу, только вы об этом не будете писать. Нет, конечно. Эти матросы умерли от чумы. Профессор меня убьет. Иван Хрусталев работал в конторе. Господин Каменский оплатил его учебу на бухгалтера. И вдруг разом все бросил. Я сам был удивлен его решением. А у него есть семья, родные? Был отец. Служил на судах господ Каменских помощником капитана. Был им предан, но начал пить. Вино и море – плохая парочка. Он утонул. Отец мог научить его морскому делу? Иван проводил на борту все свое детство. Он знал о море все. Если его никто не ждал, почему же он тогда вернулся назад? И как он выжил? Просыпайся. Он болен. Уходи. А не то полицию вызову. Я хочу, чтобы вы проверили окна и двери. Все должно быть заперто. Григорий, сторожам в саду выдать ружья. Увидите чужака, кто бы он ни был, сообщить мне. Готовимся к осаде. Пойди проспись. Ай!
Аглая! Чёртова ба... Шкаф запер твой отец. Зачем? Чтоб ты не пил. Ключ забрал с собой. Что, я ему мальчишка, что ли? Лиля. Пойди попроси. Твой отец со мной не разговаривает. Он терпит меня в доме только из-за внука. В этом есть доля и твоей вины. Не так ли? А что, он уже приходил к тебе? Кто? Везучий смерть! Симыч привез в Петербург чуму! Везучий смерть! Симыч привез в Петербург чуму! Симыч привез в Петербург чуму! Симыч привез в Петербург чуму! Везучий смерть! Симыч привез в Петербург чуму! Симыч привез в Петербург чуму! Городской кричал, взят на цепление полиции. Служащий говорит, накануне ночью в праздник. Вот смотрите, здесь его даже нет. Кто вам рассказал? Он? Вы видите, Фогель? Она даже не попыталась вас выгородить. Научитесь давать ей отпор, если не хотите, чтобы я искал нового ассистента. А вы, если в городе начнется паника, это будет на вашей совести, мадемуазель. За мной. Не сейчас, дорогая. А я уже было решил, что ты нас так не навестишь. Ну, ваши слуги вооружены. Так-то вы встречаете гостей. Если вы достанете его, я выстрелю первым. Ты болен. Тебе нужна помощь. Но не ваша. Чего ты хочешь? Сивыч проклят. Экипаж мертв. И это несправедливо, потому что это вы должны были умереть. Ведь это вы послали нас в ад. Я привез вам послание оттуда. Теперь вы тоже прокляты. Отец, слава богу, ты жив. Это был Иван? Да. Где ты, трус? Покажись! Аглая. Да? Что за шум? Вора, что ли, ищет?
Господи, ты болен. Я жив. Я должен идти. Когда я выкарабкаюсь, ты ведь уйдешь со мной. Тебя не было 2 года. Я похоронила тебя. Это была не моя вина, ты знаешь. Я не могу его оставить. Он Каменский. Он мой сын. Иван. Ваш отец стар. Вы могли бы уже просить его. Дело не в прощении, Хельда. Я хочу понять, зачем он это сделал. Он уже был болен. Перед тем, как устроить пожар, отец отправил меня к тетке. Не очень-то похоже на безумие. Снова будете ворошить прошлое? Это буду делать не я. Очень мило. Господа, я прошу вас, остановитесь, господа! Они хотят нашей смерти! Господа, остановитесь! Я прошу вас, господа, остановитесь! Господа, остановитесь! Аркадий Гаврилович! Аркадий Гаврилович! 4-й случай заражения за сутки. Как они только прознали, эти журналисты. Прошу прощения, сударыня, мне нужно срочно видеть Сергея Николаевича. Серж, проснись. Сергей Николаевич, оврал. Сивыч вместе с грузом хотят сжечь. Серж, проснись. Еще шаг, и я буду вынужден стрелять! Все, стой! Что на корабле? Не положено эскота. Куда прешь? Почему корабль в городе? Отошли! Объясните нам! Чума! Чума на корабле! Разойдитесь все и не подходите к нему! Откуда это у вас? Вы взяли ее на корабле? Простите, господин пристав. Да.
Выпей водички, тебе легче станет. Пульс не прослушивается. Я думаю, смерть наступила. Здесь кто-нибудь что-нибудь трогал? Да, я перевернул его. Думал, может, еще можно помочь. А потом кочергу увидел, взял. Зачем? Ведь на ней могли быть отпечатки убийц вашего Мы и отца. так знаем, кто это сделал. Хрусталев это сделал. Накануне он явился к отцу и угрожал ему. В тот раз я спугнул его, но, видимо, он вернулся и воспользовался кочергой. Как думаете, почему он хотел смерти вашего отца? Да это вообще не касается. Профессор. По какому праву вы задаете ваш вопрос? Профессор. Обе эти монеты с Сивыча. В кабинете нет следов драки. Я думаю, что Хрусталев принес эту монету вашему отцу. Как вы думаете, зачем? Я не знаю. А я вам скажу, зачем. Эти монеты отчеканены в 15 веке. Именно тогда в Мьянме, как и во всей Азии, бушевала чума. Она имела характерные признаки и выкосила треть населения страны. Эти монеты из чумного захоронения. Именно от этого умерла команда. На Сивыче я видел ящики с украшениями, старинные амфоры. Матросы были вооружены. Сначала я думал, что это для безопасности, но вкупе с монетами... Вы на что намекаете? Что Каменские занимались разграблением могил? Это бессовестная ложь. Дьявол по нашу душу. Профессор, разрешите задать вопрос? Являетесь вы родственником или другом семьи? В противном случае прошу. Прошу прощения, сударыня. Я видел вас в порту. Вам показалось. Не думаю. Я никому об этом не расскажу. Позвольте представиться. Иван Фогель, врач. А вы? Лилия. Лилия. Каменский ваш отец? Свекор. Мои соболезнования. Где он? Не знаю, о ком ты. Отпустите ее. Теперь это мой дом, и тебе придется с этим считаться. Где Иван? Я не знаю. Знаешь. Однажды ты чуть не опозорила нас. Я не дам тебе сделать это второй раз. Ты не можешь со мной так говорить. Я жена твоего брата. Мой брат пропоится. Женился на тебе только, чтобы насолить отцу. Ненавижу тебя. Ненавижу. Передай своему любовнику, что я пристрелю его, как только найду. Вы делаете ей больно. Ваше высокопревосходительство. Вы поймали убийцу? Еще нет, но мои люди. Больной матрос и 2 дюжины полицейских. Что тут сложного? Я обязательно его поймаю. Каменские имеют вес. И об этом убийстве уже наверняка известно на самом верху. Я бы хотел, чтобы завтра там прочитали в газетах о том, что убийца пойман и дело передано в суд. Юрий Михайлович, это наш с вами козырь, если вы понимаете, о чем я. На следующей неделе Госсовету будет предложена кандидатура на место министра внутренних дел. Я очень надеюсь на победу. Я сделаю все возможное. И невозможное, ваше высокопревосходительство.
Так и знал, что эта мерзавка знает, где ты. Это здесь вы с ней встречались? Ее мужа до этого дела не было. Ее мужу плевать на семью, а мне нет. Убьешь меня? Конечно. Ты же сопротивлялся. Я без оружия. Ты угрожал мне ножом. В этой берлоге же есть какой-нибудь нож? Ты и твой отец отняли у меня любовь. И 2 года моей жизни. Но прежде моя семья дала тебе шанс стать человеком. Вот как ты отплатил. Стой. Опустите-ка ружье, господин Хрусталев. Взять. Увести. Будь ты проклят. Не очень-то вы спешили, нерв-полицмейстер. Я пришел ровно через 5 минут, как вы и просили. Задержанному вами Хрусталеву нужен врач. Несомненно. И он уже ему предоставлен. Хрусталев не убивал Каменского. Он мог. И хотел. Он вручил ему вот это. Это монета из чумного захоронения. В 15 веке эта болезнь имела очень агрессивную форму в Азии. Думаю, что Иван об этом знал. Он принес и вручил это Каменскому, потому что тот насильно отправил его в плавание из-за интрижки с женой его младшего сына. Если бы Каменский остался жив, то через 3 дня у него бы появились первые симптомы. Зачем же Хрусталеву было возвращаться и убивать его на этот раз кочергой? Вот это мы обнаружили в вещевом мешке господина Хрусталева. Он уже дал признательные показания, и я передаю дело в суд. Вот так. Хрусталев признался. Какой же я идиот, Фогель. Дважды идиот. Они его заставили. 3-жды идиот. Идемте, Фогель, нам нужно прогуляться. Как же платок? Подбросили, Фогель, не будьте занудой. Фогель, подсадите меня. Это не так, встаньте. Руки. Спокойно. Так. Фогель. А как же я? Фогель, вы правы. Это опасно. Уходите.
Я полагаю, вы потеряли ключ. Что вы здесь делаете? А ищу убийцу. Полиция уже поймала его. Сомневаюсь, что они нашли того, кого надо. Кто же убийца, по-вашему? Вы искали ключ. От чего? Вы не подскажете? Допустим, от шкафчика с выпивкой. Отец запирал его. От вас? Послушайте, я врач, я быстро могу распознать похмелье. В то утро ваши руки тряслись не из-за смерти отца. А этот ключ вполне повод для убийства. А не проще ли было просто сломать замок? Боюсь, у пьяницы не очень хорошо с логикой. Ну, нет. Даже будучи сильно пьяным, я не преподнес бы такого подарка своему братцу. Ваш брат и отец тоже не очень хорошо ладили? Почему нет? Жили душа в душу. Правда, у Николя есть и свои секреты. Какие? В ваш дом пробрался вор. Мои люди помогут его найти. Разрешите? Я здесь обнаружил ром. Не хотите выпить? Спаивайте пьяницу. Вы точно врач? У нас нет времени. Сюда идут полицейские. Говорите. А вообще вы правы. Правы. Насчет Мьянмы, могил. Сивыч действительно был там. Это была идея Николя. Прочитал об этом в газетах. Потом бредил по поводу сокровищ. Отец никогда бы не пошел на это. Я слышал, как они ругались 2 года назад. У старика были принципы. Хрусталев принес монету вашему отцу. Отец мог ее опознать и понять, что все же ваш брат отправил Сивыч в Мьянму. Николя. Николя убил отца. Профессор, неожиданно. Что вы тут делаете? Ищу доказательства, что это вы убили своего отца. Арестуйте, наконец, этого наглеца. С превеликим удовольствием. Ваш отец был против экспедиции в Мьянму, но вы все же отправили туда корабль. Это вам сообщил мой пьяница-брат? Да он душу продаст ради выпивки. Нерадивый братишка забыл упомянуть, что толпа не просто так сожгла Сивыч. Там были зачинщики из портовых, которым заплатил ты. Я, может быть, и пьяница, но слышать-то я умею. Ваше судно сгорело, но оно все еще в гавани. Полиция запросит помощь водолазов, и они достанут то, что было в трюме. Наверняка вы хотели сделать то же самое позже. Николя. Это ложь. Вы хотели обмануть своего отца, и на следующее утро он назначил встречу. ДС, это нотариус, он занимается нашими семейными делами. Предлагаю разбудить его и узнать о цели визита. Ну же, господин полицейский! Взять его быстро! Это была игра ва-банк, но оказалось, что я был прав. Нотариус подтвердил, что Каменский хотел исключить старшего сына из управления компанией и лишить его наследства. Ваше желание утереть нос полицмейстеру плохо для нас закончится. Я сдаюсь. Я изучила историю торговой компании вдоль и поперек. Я даже нашла Марфу Ильиничну Демидову, имя которой вы записали. Так она еще жива до сих пор? Да, милейшая старушка. Напоила мне чаем. Дадите адрес? Обязательно. Но после того, как вы расскажете, как это связано с кораблем. Никак. Она была нянькой у моего отца. Я хотел найти ее и задать несколько вопросов. Но у меня не было на это времени. А, так вы меня использовали. Вас к телефону. Вас к телефону. Боюсь, что сегодня его превосходительство не смогут вас принять. Когда же? Завтра? Вы можете изложить свою просьбу письменно, господин полицмейстер.
Благодарю. Думаю, это произошло ночью. Медсестра утром, как обычно, принесла ему завтрак. Мы можем взять на себя все хлопоты, связанные с похоронами. Я хотел бы забрать тело. Аркадий Гаврилович, нет, я не позволю вам вскрыть череп вашего Вы отца. не понимаете, Фогель, я должен это сделать. Положите инструменты. Фогель, мой отец убил мою мать. Он сжег дом. Я хочу понять, что с ним произошло. Разрезав его. Тогда вы не будете мне ассистировать, я сделаю это сам. Аркадий Гаврилович, инструменты! Нет, Аркадий Гаврилович, не надо! Я вас прошу! Я кому сказал? Ваш отец стал чудовищем, но ваша воля оставаться человеком, похоронить его достойно, Аркадий Гаврилович. Напомните мне, чтобы я пересмотрел ваше жалование. Ваш отец бредил морем. Мы очень часто гуляли мимо этого дома. Внизу была торговая компания. И в окне конторы стоял парусник. Ваш отец мог часами смотреть на него. Почему же он не стал моряком? Его отец, ваш дед, настоял, чтобы он продолжил его аптекарское дело. Уже после смерти вашего деда он записался на торговое судно. Но в этот день его молодая жена сказала, что она беременна. Вами, господин Воскресенский. Таким образом, Одиссей не уехал, возненавидел свою Пенелопу и хотел освободить сына от такой судьбы. К тому времени его разум уже повредился, но идея осталась. Он поджег дом со своей женой аптекой. Его помешательству не откажешь в логике. Примите мои соболезнования, профессор. Прошу прощения, что не смог присутствовать на похоронах. Не о чем сожалеть. Скучнейшее зрелище. Слыхали новость? Полицмейстер подал в отставку. Так это отлично. А еще хотите? Мне предложили восстановиться в должности. Поздравляю вас, Григорий Андреевич. Однако что-то вы не рады. Да нет, что вы. Но все-таки меня кое-что смущает. Прошу прощения. Похоже, болезнь отступила, и вам повезло. Дело не в везении. А что это такое? Это травы или толченые змеи, я предпочел не уточнять. Позвольте. Вот это дал мне один местный шаман, когда я заболел чумой первый раз. Это было еще в Индонезии. Так вы заболели повторно. В таком случае все эти толченые змеи здесь ни при чем. Ваш организм распознал эту болезнь, пусть и в более агрессивной форме, и уже знал, как с ней бороться. Я тут подумал, тот платок со следами крови, как он оказался в вашей комнате? Его принес Николай. Вряд ли, вы же все время были вместе с ним. Ну, значит, полиция. У полицмейстера, конечно, грубые методы, но все же он профессионал. Был еще кое-кто до того, как вас нашел Николай. Вы же тогда сказали,
что почувствовали ее присутствие. Мне показалось. Этот платок принесла вам Лилия. Она ненавидела своего свекра не меньше, чем вы. Я не думал о ней как об убийце. Если бы она хотела отомстить, то вряд ли стала бы ожидать 2 года. Я просто неправильно понял мотив. Она убила не из любви к вам. Нам всем приходится выбирать и чем-то жертвовать. Или кем-то. Она вас использовала, подставив и приведя к вам полицию. Именно поэтому они вас нашли так быстро. И Лилии здесь не было. Иван, накажут невиновного. 12 человек погибли, невиновен. Вы сами поняли, что это она убила Каменскую, поэтому взяли вину на себя. Вы когда-нибудь любили? Теперь извините меня, мне пора. Куда? Ужин в 5, ты опоздал, уже все остыло. Я не голоден. Что за мамзели в холле? Я подыскиваю кормилицу Сережи. У меня теперь будет много дел. Да. Где матушка? Молится. Надо бы позывать гостей. Хочу, чтобы было весело. Хочу, чтобы был праздник! Улыбнись. Ну, иди сюда. Иди. Ну, давай. Давай. Выпьем с тобой за нового хозяина дома. У меня одни. Ничего, они будут молчать. А если не будет, я всех уволю. Андрей, у меня одни. Прекрати. Воля твоего отца еще не оглашена. Старик был не настолько набожен, чтобы оставить нас всех без копейки. И спровадить денежки в монастырь. Я говорила с нотариусом. Вот как? Ну. В случае недееспособности Николя дом переходит нашему сыну, а я назначаюсь его опекуншей. Это воля твоего отца. Он знал, что ты непременно превратишь этот дом в вертеп. Я же не дам этому произойти. И мы будем жить согласно установленным правилам. Ты же ненавидишь все эти правила. Мой сын Каменский. И я сделаю все, чтобы вернуть уважение этому дому. Так что выпей, Андрюша, за новую хозяйку этого дома. И это будет твой последний бокал. Да, и завтрак ровно в 6. Кто опоздал, тот остается голодным до обеда.